В мире существует огромное количество красивейших мест, которые с первого взгляда покоряют сердца путешественников и становятся заветной мечтой многих. Мы предлагаем вашему вниманию двадцатку самых зрелищных уголков планеты, каждый из которых просто обязан быть включен в ваш список must-see мест, где необходимо побывать хотя бы раз в жизни. Северное сияние в национальном парке Финляндии. В первую очередь каждый человек хотя бы раз в жизни должен своими собственными глазами увидеть красоты полярного сияния. И национальный парк в Финляндии подойдет для этого идеально. Римский форум в центре Древнего Рима, Италия. Конечно, никак нельзя упустить из виду древние развалины Рима в Италии, где в давние времена размещался рынок, проводились народные собрания и заседания Сената. Рыбалка на шестах, Шри-Ланка. А мы тем временем перемещаемся в азиатскую Шри-Ланку, где местные жители практикуют свою удивительную рыбалку на шестах, секреты которой передаются здесь из поколения в поколение. Остров Кувервиль, Антарктика. Остров Кувервиль является домом крупнейшей колонии папуанских пингвинов. Рост этих антарктических птиц может достигать 75-90 сантиметров. Дорога философии, Киото, Япония. Невозможно отказать себе в удовольствии достичь умиротворения и совершить философскую прогулку по восхитительному маршруту, пролегающему через японские храмы Серебряный павильон и Нанзензи, Малави, Восточная Африка. В африканском государстве вас встретят крупнейшие наземные животные планеты слоны. Это место, без сомнения, стоит того, чтобы здесь побывать. Каппадокия, Турция. Полет на воздушном шаре в Каппадоке станет одним из самых ярких и незабываемых воспоминаний в жизни. Храм Топром, Камбоджа. Камбоджа – целая страна-музей под открытым небом. Одним из наиболее впечатляющих ее экспонатов является храм Топром в Анкаре, где древние сооружения и гигантские деревья уже давно сблизились настолько, что стали единым целым. Футуристические сады, Сингапур. Если вы хотя бы раз не побываете в Сингапуре, то не простите себе этого никогда. Это настоящий город-сад с фантастическими деревьями будущего, достигающими гигантских размеров, и оранжереями с тысячами дивных растений со всего мира. Это место, от которого захватывает дух. Северная Корея. Конечно же, необходимо также побывать и в самом закрытом государстве мира КНДР, увидеть, как проходит жизнь людей за железным занавесом, и посетить местные представления, известные своей массовостью и зрелищностью. Дорога гигантов. Северная Ирландия. Этот памятник природы, состоящий примерно из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых и андезитовых колонн, должен увидеть каждый. Водопад Малитюнейни, Лесото. Водопад Малитюнейни является самым известным природным памятником этого южноафриканского государства и входит в 100 самых удивительных водопадов мира. Бурлящий поток обрушивается в пропасть каньона с высоты 192 метров, пропустить такое зрелище немыслимо. Водопад Каитур, Западная Гаяна. Еще одним из наиболее восхитительных водопадов Земли считается водопад Каитур в Западной Гаяне. Гигант высотой 226 метров в 5 раз выше Ниагарского водопада и в 2 раза выше водопада Виктории. Его мощь трудно передать словами, это нужно видеть. Скальные церкви, Лалибели, Эфиопия. Старинные монолитные церкви городка Лалибела датируются 12-13 веками и играют важную роль в истории скальной архитектуры. Горы провинции Альберта, Канада. Место, которое славится своей необычайно чистой и голубой водой, заворожит любого путешественника. Статуя Будды Майтреи, Лышань, Китай. Что может быть более эпичным, чем гигантская 70-метровая статуя Будды, высеченная прямо в толще скалы? Это скульптурное произведение вошло в число высочайших статуй Будды в мире. Мачу-Пикчу, Перу. Небесный древний город, построенный инками на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, является сказочной мечтой многих. Даже побывав здесь, вы будете грезить когда-нибудь вновь вернуться в это удивительное место. Сеул, Республика Корея. Город не только богат объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, но и является одним из ведущих финансовых центров всей Восточной Азии. Монгольские юрты, Центральная Азия. В последнее время юрточный туризм трансформировался в отдельное направление и начал набирать все большую популярность. Смысл его заключается в том, что, приезжая, к примеру, в Кыргызстан или Монголию, путешественники могут пожить в юртах кочевников, таким образом лучше чувствуя и понимая их быт и образ жизни. Пустыня Сальвадора Дали, Боливия. Далее отважным путешественникам обязательно необходимо съездить в Боливию и посетить пустыню Сальвадора Дали, расположенную на плато Альтиплана на высоте около 4700 метров над уровнем моря. Там вы увидите поистине сюрреалистические пейзажи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.